что, мальчики и девочки, я вас всех приветствую на своем канале. Сегодня посмотрим энергии недели в преддверии полнолуния интересного и в преддверии июля. Скажу сразу, портал 15-го аркана перед июлем высветит очень много баб, которые отгребают после чисток, а потом еще бросают в пространство фразы, якобы они там будут мстить за своих подруг, за себя, загоняя тем самым себя же все ближе к миру мертвых. Но это их право. Итак, помониторим. Сейчас кое-что добавлю и начнем. Итак, добавила я две карты. Одна у нас говорит о том, какой эсбат нас ожидает лунный в декабре. Очень хорошо пойдет в это полнолуние магия свечей на достижение силы, уверенности в себе, получение гармонии. Но здесь больше гармония между мирами, процветание. Также хорошо получится отпустить все то, что вам не нужно, и всех тех, кто вам не нужен, и начать новое дело. За это отвечает у нас Луна Дуба в октябре. Слышите, в декабре. С октябрем тоже что-то может быть связано. Ну и карта полнолуния. Давайте посмотрим, что нам наши недоброжелатели там собираются делать. Ребят, на эту неделю очень актуальны подклады, особенно с иглами. Смотрите внимательно. Ну, здесь инкубов попытаются на вас направить. Использовать будут кровь, либо же ваши родственники по крови. Также связанное что-то с исламом, для того, чтобы вы сами себе своими мыслями усложнили свою жизнь. Кому-то очень хочется, чтобы вы вернулись назад в точку отсчета. Кому-то не нравится то, каких вершин вы достигли. Итак, давайте же посмотрим энергии недели. Кстати, по поводу энергии недели. Бабы действуют активно, мужики в это время сидят в засаде, пытаются почиститься и при этом как-то повоздействовать на вас. Мол, предстать перед вами, знаете, типа я тут чистенький, типа я молодец, из треугольничка вышел, а дай-ка я подвампирю твой ресурс. Будут сидеть до июля. После июля могут активироваться в преддверии новогодних праздников. Итак, начнем. Энергии этой недели. Освобождение идет. От инкубов освободитесь, девочки. Для вас актуально. Кто что на вас там будет направлять, будет освобождение. Не переживайте, почиститесь. Начнете что-то новое. Здесь соперница будет, ну, опять же таки, и по крови может быть связана, да, и конкурентка на вашем пути. Что за конкурентка, которая может просто кровью работать? Ну, борьба у вас будет, поэтому здесь важно правильно работать с различными религиозными эгрегорами. Эти отношения у вас давно разрушены с этой мадам, и сердце она вам разбила. Ну, то есть человек вас предал. Возможно, попытается влезть в ваше пространство для того, чтобы повторить эту ситуацию. Здесь могут быть подружки, которые будут набиваться якобы снова в друзья. Да, смотрите, и достаю я карту мост, да. Захотят с вами связь какую-то создать, но вы освободитесь от этого. Эта соперница считает, что она реализовала себя, но, видимо, каким-то образом она узнала о том, что у вас есть, о том, как у вас идут дела, и решила к вам
найти подход, потому что вы себя реализовали на самом деле больше, нежели она. Естественно, зависть. Да, она стремится достичь цели. Кто бы ни пришел в пространство, эти люди, особенно вот то, что я уже описала, самое важное будут держать от вас в тайне. А самое важное — это ваши ресурсы, особенно касаемо денег, которые вы получаете из-за рубежа. Контролируйте свою жизнь, управляйте сами этим всем. Попытаются на вас, знаете, как-то влиять, чтобы вы как-то подавить ваше направление, понимаете? Чтобы вы не двигались туда, куда вы взяли курс. Вот так вот. Надо вас сбить с пути, потому что на вашем фоне эта баба, ну, крайне убого смотрится и выглядит. Смотрите, решение абсолютно всех проблем в вашей жизни. Учтите это. У кого были какие-то аскезы, неважно в каких аспектах, они вам в помощь. Эта ситуация завершается. Здесь у вас решение всех проблем идет. Кто будет приглашать вас на вечеринки, побухать? Интуицию включайте. Возможно, это ваши там какие-то подруженцы из прошлого. Да, здесь будет кармическая интересная ситуация, когда будут смотреть на вас высшие силы и анализировать. А что для вас важнее? Какие-то там якобы подружки, допустим, либо знакомства, либо ваша собственная интуиция. Вы уже много над собой потрудились для того, чтобы распознавать, человек черный, со злой волей к вам идет в пространство, тем более он мечен, у этого человека могут быть татуировки, кстати, либо он чем-то помечен, что-то могло с внешностью произойти, как-то поменялся он. И, кстати, эта женщина любительница показать себя. Фотография обнаженного плана, да, ну, то есть она доступна, она провоцирует этой доступностью таким образом внимание мужчин, ибо иным образом, видимо, на нее они не обращают внимания, либо у нее этакий подход к этой ситуации. Вот это ничего себе. Ваши области знаний в магии особенно нужны этим людям. У вас в этом вопросе идет еще больший прорыв, чем был. Новый виток. Соблюдайте компромиссы. Что-то где-то потеряете, но что-то и приобретете. И опять же таки люди попытаются в вас, какая-то женщина все-таки, которая, возможно, как-то пойдет с вами на компромисс. Но как только вы на это поведетесь, тут же у вас идет потеря. Бесплодные попытки в ваших проектах, в ваших начинаниях, и вы попадаете в лабиринт, где придется искать правильный путь. Эта женщина умеет принимать любую роль, то есть притворяться другом, когда ей это захочется сделать. Но в этот раз у нее это не получится. И, кстати, вы узнаете о том, что у этого человека большое бремя. Есть тяжелая ноша, проблемы со здоровьем, здесь конкретно со спиной, либо с дыхательными органами, с легкими почему-то мне идет. Возможно, знаете, появится такая вот у меня как-то вот с таким-то, знаете, будет вам в уши заливать о том, что у нее какая-то ситуация с мужчиной, он хладнокровен, он к ней никак не проявляется, и тяжело, возможно, попросит у вас помощи, либо консультации, поддержки и тому подобное. Учитывайте тоже эти моменты. Здесь хотят ресурсы вашего рода на себя переключить. Из-за собственного эгоизма. Потому что в иллюзиях эта баба пребывает. Для нее почему-то забрать у вас означает, что у нее появится в жизни как луч света, и ее проблема решится. В чем твоя проблема? Ты конченая овца. Возможно, у женщины не получается завести семью, либо проблемы с деторождением, либо проблемы с уже имеющимися детьми. Внутренний потенциал не такой великий, как у вас. Рост. Ей нужен рост за счет встречи с вами. Поняли?
Почему у тебя проблемы с детьми, если таковые имеются? А потому что до хрена херовертила в магии. Власти над другими людьми хотела, и за это сплетни распускала, и за это отгребает ее ребенок. Возможно, она в этом винит вас, если вы проводили чистки. Поэтому учитывайте этот аспект. Здесь кармические узлы у этой женщины на вопросы семьи падают. Пустыня у нее, откровения. Что там? Откровений никаких не получает. Что насчет одиночества? Через секс пытается из этого одиночества выйти. Вот так вот. Сама попала в интриги, и ее окружили такие же недруги, каким она была человеком по отношению к вам. Угу. Да, на все ее ресурсы вообще, она тупо в жертве. Понимаете, эта женщина, она, скорее всего, вам здесь перекрывала также достаток, ваш финансовый канал, и теперь она окружена такими же поступками и людьми, как она сама. Вот то, что она делала вам, то сейчас прилетает ей. Она в состоянии жертвы. Возможно, она ставила крадники, вы ей откатили, и она теперь очень обижается, что ее работы не ложатся. Да, она двуличная, двуличный человек. Вы уже с ней не раз ругались, расходились, встречались, толку никакого. Этот человек не будет работать над вашими отношениями. Она будет только из вас брать. Она очень обижена, разочарована. Подъема нет в жизни, нет подъема, нет человека и людей, которые бы о ней заботились. Угроза конкретная есть в ее жизни. Либо по страстям может попереться не туда, либо из-за собственной агрессии. А почему она на вас обижена? Обалдеть. Обалдеть. А она под мороками, ею управляют. Она сама делала шабаш против вас. Обижена, потому что тайных знаний магических на самом деле у нее нет. Она лишь марионетка. И у нее очень много мороков. У нее, понимаете, это женщина, которая всем рассказывает: у меня все хорошо, прекрасно, а по ночам плачет в подушку, потому что очень много комплексов, страхов и неуверенности в себе. Что там за этим скрыто? Затмение, там помрачение разума у бабы уже пошло. Походу домагичилась. Смотрите, я рассказывала. Из-за собственного обмана, воровства, крадников развалила все, что у нее было. Тоска теперь, душевные муки, депрессия. Ящик Пандоры открыла, молодец, за вами следит. Следит. Через время попытается как-то к вам, да, подлезть. Для чего? Для того, чтобы вздернуть у вас что-нибудь. Больше, здесь других поводов к вам явиться нет. Она видит, что вы, в отличие от нее, сделали верный выбор, и вы умеете преобразовывать судьбы, не только свою, как мастер, но и судьбы других людей. У вас есть мудрость, и у вас есть опыт. Вот зачем она следит. Она видит, что вы в потоке, и вам открыты все пути дороги. Что вы под защитами, под мороками. Она под маской, под личиной чего-то из-за зависти к вам будет пролазить. Бумеранги ей полетят даже за то, что она попытается это сделать. Вот такие вот энергии этой недели, девочки. Будьте бдительны и шерстите свое окружение вдоль и впоперек. Знаний у большинства из вас уже предостаточно. Всем осознанным добра этого мира. Пока-пока.